Вот прямо около, практически около ворот. Вот у меня машина стоит тут, гуляет. Фазанчик. Меня увидел, чуть отбежал. Давай, петушок, беги. Давай, давай, давай. Друзья, всем привет! Сегодня снова хорошая погода. Но опять обещают дожди. Но пока тепло. Надеемся, что для пчел это будет хорошо. Шустрый какой, а? Шустрый. Она его выводила повесить. Он бежит, смотри. Бежит, да, бежит. Ух ты! Тихо, тихо, она его раздавит его еще. Ну-ка. Ну вот один вылупился пока. 5 яиц у нее там осталось. Остальные мы выкинули, просветили и выбросили. Но она еще все равно идет на гнездо, садится на эти яйца. Ну, мы вчера просвечивали, там что-то в одном шевелится вроде. Дышит, Ну, да. шевелится. Остальные там как-то Ты глянь, так. прибежала за утенком. Да, да. Ну, только один единственный, конечно. Наверное, яйца были плохие. Может, какие-то померзли. Ну, скорее всего, холодно что-то было. Да. Вон, видишь, А ну, надо закрывать дверь всегда. ты глянь, открыла мордой дверь. Я тебе сейчас, нельзя. Но она так это, ей просто интересно. Да не буду я трогать. Мелкого. Нельзя, Альма. Ну, она его выводила поесть, попить. Сейчас она ему покажет, если что. Где можно поесть. Посмотри на морду ее снизу. Сетку Альма, погнула. ты что делаешь? А поесть он с земли подберет. Повела обратно в конуру. Что там в кармане? Что? Таможня. Чем это она хрустит? Корм. Сухой.
Из кармана досталось? Да. На, бери. Она у меня частенько лазит по карманам. Это тебе не мелочь по карманам тырить. О, видишь? Оба-на. Сейчас, Люсь, воды тебе принесу. Че, бери. Маргарита, ну что ты тут разложилась? Планшет настраиваю. В общем, у нас у бабули нет телевизора. Он стоит у мамки там, смарт-ТВ. Ну, можно было бы, конечно, купить какой-нибудь недорогой смарт-ТВ бабушки, но там некуда его просто ставить. Не вешать, не ставить его некуда, места нет. Она смотрела мой iPad старенький, ну, телевидение, там новости, еще что-то, передачи какие-то. Ну, во-первых, там маленький экран, iPad mini у меня, ему больше 10 лет уже. Там батарея уже дохлая, он не обновляется давно, тормозит. В общем, думали, что бабуле можно приобрести. Чтобы было и недорого, и экран большой был, и чтобы он шустрый был, нормально работал. Нашли вот Blackview планшет Мега 2. У него тут 256 памяти встроенной, потом оперативки 8 и плюс 16 еще гигабайт, 24 гигабайта RAM память оперативка. В общем, самое то для бабушки, прям даже выше крыши. Сразу этот чехол. А сим-карта вставляется? Сим-карта вставляется, да, есть слот для сим-карты, но ей она не нужна, она будет через Wi-Fi все смотреть. Но слот есть для сим-карты. Ну, что в комплекте тут? Зарядка Type-C, стилус есть. Так, чехол, кстати, вот что очень нужно. Он такой тоненький, смотри, такой вот. Нормальный. И камера даже есть. И даже есть клавиатура. Это получается полноценный мини-ноутбук вот такой, да? Вот, с клавиатурой даже вот так. Да. Ну, клавиатура на английском языке. И даже есть мышка. Вот такая. И есть наушники. Для наушников тут разъем джек 3, да, Алик он правильно называется. В общем, джек круглый. А у бабули, ну, ей эти наушники не подойдут, но их можно использовать и с другим телефоном. У нее наушники, я ей свои отдала большие, Sony, в них она лучше слышит. Кстати, вот в наушниках ей хорошо, потому что если ей телек ставить, его надо на всю врубать, а он будет мамке мешать. В общем, вот так. Телевидение работает, нормально все показывает. Так, где тут он? Вот. Я уже его настроила. Сейчас зайду, покажу. Уже настроила. Вошла со своей учетной записью. Так, где у нас стилус? Вот.
У нас Кион подключен, так как у нас МТС, здесь симка стоит. И вот они, каналы все. Бабуля кайфует, в общем. Ну и изобразим. Оба! Ну, у нас... Сейчас. У нас временами плохой интернет, потому что поэтому качество изображения не всегда хорошее. Вот НТВ. В общем, бабушке само то нормально. О. Ну, все ее потребности. Да, цвета яркие, Удовлетворит. показывает хорошо. В общем, мы довольны, друзья. Вот такой планшетик вообще. Он не очень тяжелый. На замену моему айпаду прям само то. И по цене, и по функциональности прям вот идеальный вариант. Так что бабуля у нас теперь крутая с планшетиком. Идем обрабатывать картошку от жука. А то жрет уже так нормально. Сегодня дождь обещают с грозой после обеда. Но я купила отраву, там написано, что она с прилипателем. И что устойчива к дождю. Будем попробовать сейчас. Вот такая картошечка уже. Там 3 рядка и тут 4. Пчелы гудят. Вон, смотри, начинает акация, Алик. Видишь, вон туда, посмотри прямо. Кое-где. Ну так, да. Да, вот там еще вообще нету. И будет ли она или нет, неизвестно. Ну, тут пока нормально, кусты. Крути мне кнопку. Так, включила. Вот так достаточно? Хорошо прям обливай. Я, если что, еще разведу. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Вон Алик вчера покосил пасеку с этим стримером. Хорошо покосил. Теперь травы нету. Да и нормальные кусты, ничего они не сожраны. Ну, уже личинка появилась, да. Вот они, красавчики, сидят. О. Так что да, пора. Тут бака хватит на 2 грядки. Юрий, бревнышко. Везем часть нашего будущего потолка. Вот, профиль Маргарита держит. Ну, там взяли крабы разные, там направляющие.
Но монтировать будем... Сегодня 31 мая. Монтировать будем не раньше, чем 4-5 июня, потому что надо будет проклеить направляющие специальной лентой, которая гасит вибрацию и шумопоглощает, чтобы там меньше шума было. Успели до дождя. Неська собралась ехать. Супер, куда собрал? Опять мне бампер царапаешь. Нельзя. Несси. Это еще отдельно. Ну чё. О, да. А у нас засох самшит. Вот 2 куста. Вечно зеленый кустарник. Он засох. Надо его вырезать. Я секатором сейчас срежу нижние ветки, чтобы потом его можно было спилить, а то не подлезть никак. И сюда, наверное, посадим розы. Какие-нибудь, высокорослые кусты. Жалко, конечно. Вообще непонятно, почему он засох. Что с ним случилось. В этом году, вот весной. Один в том году засох. Один в том? Ну вот. Розочки. Вот такой большой куст. Скоро зацветут. В Армавире уже розы вовсю, а у нас еще нет. Никак. Ну и кроты или слепыши вот понарыли тут. Под розами прям такие горки. Не знаю, повредили корни или нет. Ну и пион еще все никак вот. Может, потому что он в тени. Ты это куда складывать будешь? А? В комнату? Ну а куда еще? А нам там клеенку надо расстилать будет. Я расстелил, чтобы Уже проверить, расстелил? высох пол или нет. Сейчас подниму, посмотрю, если там есть какие-нибудь капли или мокро, значит еще не высох. Ну, скорее всего, не высох. Дальше кордонки не заходи, грязь туда не неси. Хорошо. Не высох еще. Ну, сухая вообще. Видишь, полоска идет. Да. Под этой подпленкой. Да, не высох. Вон. Конденсат образовывается. Видно, да. Оно Да, четкая линия. прям полоса, да. Но это я специально постелил, чтобы проверить. Уж сколько времени прошло, да, и все никак. Ну, Хотя, месяц уже, наверное, да? да, хотя Ну, вроде уже почти месяц. лето вроде. Ну, у нас лета-то нету. Да, прям вот заметно. Ну, тут, понимаешь, снизу утеплитель паронепроницаемый, сбоку демпферная лента. Вот. Влаги деваться некуда. Так бы, если бы без пленки, без утеплителя, часть влаги ушла бы в плиту. А так она только вверх идет. Вот. Поэтому, если закрыть пленкой, поэтому нельзя сейчас никакие полы делать, линолеум, будет плесень. А если делать ламинат, подложка, тоже будет плесень, да и ламинат может сдуваться. Поэтому надо ждать. Прям вот, да, заметно. Это при том, что у меня все время открыта дверь, окна. Кроме тех дней, как, того времени, когда ливень идет. Сейчас сильнее не будем открывать. Ну, у нас еще время есть. Нам Дождь пойдет. Да, мы сначала потолок сделаем. делать, потом все шпаклевать. Шпатлевать. Ну, удобнее говорить шпаклевать. Можно и так говорить, без разницы на самом деле. Кто как говорит. Так же, как и матрасы. Можно говорить матрац,
Раньше только матрац правильно было, а сейчас матрас тоже говорят. Часто, кстати, на билбордах вижу матрасы. Вот, так, Ну а мы ждем ленту уплотнительную. Здесь ее не продается, вот только на Озоне мы заказали. И Алик начнет уже делать направляющие. Да. Это она крышку скинула, Ну да? а кто? Ты что крышку скинула? А? Люська. Люська. Что крышку скинула? Люся. Можешь прикрутить крышку или оставить так? Да ладно. Люсь, что хулиганишь? А? Люська. А, Люська. Что хулиганишь? Что крышку кидаешь? Что крышку кидаешь? А? Что крышку кидаешь? А задачка еще та. Ветки обрезать, они густые. И надо будет розы купить, посадить. Но для начала, наверное, придется корни выкопать, да, Алик? Для начала, чтобы добраться до ствола, надо вот это все покусать. Потом, да, надо копать. Странно, что он засох, да? Тут слепыш орудовал. А может, да, сможет. Слепыш или крот, кто там? Наверное, слепыш. Ну, хотя кроты у нас тоже есть. Мау, Максик. А, холодно на улице. Для тебя. Секатор купила новый за 500 рублей. Чёрт-те что. Вообще. Какая-то ерунда. Он вообще 500 рублей не должен стоить такой. Думала, хороший. Были попроще там. Ну, не знаю. Наш зеленый лучше. Зеленый, я не знаю, где. Наверное, Да вот где-то я только вчера им резал. Здесь он где? салатовый, который. Да. Я его не нашла. Так. Вот кучка тут, по-моему, да, под этим, под кустом. Вон, видишь? Вот чуть-чуть она видна. Одни вредители вокруг. Слепыши, коты в огороде роют, там в туалет ходят, ямки делают. Снежок нельзя. Вискас ящерицу поймал, притащил. Собрались тут все. Ну как, ишь. Снежок нельзя. Сейчас я поп... О, смотрите, как открывает рот. А? Давай. Давай я тебя спасу. Вот, друзья, ящерица. Сейчас я ее выпущу. А то банда собралась втроем вокруг нее. Хвост у нее на месте. Не отбросила. Ну что, красотка, сейчас пойдешь гулять. Только не залезь мне в этот, в рукав, пожалуйста. Сейчас мы ее выпустим. Беги, давай, беги. Где она? Вот она. Давай, давай, убегай.
Пожалуйста. Фу. Максик. Тепло, солнышко, хорошо. Вот это может убрать. Помидоры это низкорослые. Крестьянка и Волгоградский. Что-то я криво как-то пошла. Ну, криво, криво, что теперь? Еще ряд делать? Наверное, еще шесть. Да. А тут есть это. Забыла купить отраву от медведки. Гранулы при посадке в лунку добавляла раньше.
В общем, выкопали мы, Алик выкопал корни самшита, который пропал, и решили посадить туда розы. И метнулись по-быстрому на рынок в Отрадную, хотели купить роз. Но мы приехали поздно, уже ничего не было. Ну и заодно купили рассады, потому что у нас тут помидоры попропадали. Надо было досадить. Здесь волгоградские, крестьянка, они низкорослые. По 100 рублей рассада, друзья, уже. Я тогда брала по 150, когда еще рано брали. Взяла еще 20 штук сладкого перца, потому что вот там у нас перец был, он пропал. И взяла еще десяток баклажанов. В общем, сейчас нам надо все это посадить. Нам обещают дождь, вроде что-то капает уже. Но я думаю, дождя не будет, Алик. Не знаю. Сейчас он вот капает, там кап-кап-кап, 2 капли. Но я думаю, не будет все-таки. Может быть, позже, если. Но ночью стоит у нас гроза, посмотрим. В общем, полили помидорки, какие-то вялые совсем, но я надеюсь, что они отойдут. Но может из-за того, что они на рынке долго лежали, вон тот куст вообще вялый, видишь? И вот он вялый, вот этот. Ну, помидоры это такое растение, я думаю, они отойдут, им без разницы. И еще у нас помидоры есть вот там с семенами, которые сажали. Их тоже надо рассадить. В общем, занимаемся огородом, друзья. Еще надо косить. Вот Алик покосил тут все. А там еще в саду я хочу своим триммером покосить. Миниатюрным. Аккуратненько, чтобы. В общем, дело не в проворот. Перец баклажан рядом растут. Посадила и выкопала. Картошка на первом огороде. Вот 3 грядки. Там 4 грядки. Картошка на втором огороде. 7 грядок посадили раньше, 8 грядок посадили позже. Ну рассказывайте, женщина, что здесь посадили? Здесь фасоль, здесь огурцы, ну капуста. И так видно, вот уже взошла редиски, полоска. Здесь тыквы, там дыни, ой, эти кабачки и арбузы. А тут коты хулиганят, Здесь бегают. патиссоны, здесь рядок кукурузы. А вот это чего? Это дыня, что мы с тобой Ну сажали? тут дыни и кабачки, я уже не помню. А вот Здесь там... укроп, Ага. там салат, а следующая фасоль белая. В самом конце дыни. И вот пятак этот остался Осталось вот чуть-чуть. свободный. Что-нибудь посадим, чтобы трава не росла. А что у нас с арбузами? Вискас! Арбузы Нифига. там, по-моему, в конце. Смотри, сколько травы уже. И полола я. А вот это что не вынете? Лебеда. Это лебеда. И что, она нужна?
Ну, с нее варят какие-то щи. Ну, мы не будем варить. Вот Ну, это просто варят с нее, раньше варили. Ты варишь? Ну, попробовать хотела. А, ну ладно. Это дыня. я уже не помню, тут дыни и арбузы. Тут арбузы. Арбузы, по-моему, в конце. У арбузов такие листочки. Они еще не выпустили. Вон арбуз. Вон арбуз. А, тут может дыня. Слушай, а вот здесь я наступил. Тут что-то посажено? Да. Кукуруза. М. Там они почти все зашли, кое-где. Вот после дождя еще зашли. А там дыня. И вот еще это осталось, белая фасоль, рядок посадила. А здесь... А что... А, тоже, наверное, дыня, да. Здесь 3 штуки дыни. В общем, полоть, полоть и еще раз полоть. Это у нас инжир растет. И как раз прям из-под него сыпешь кучу. Нагреб. Раз, два. Это я притоптал. Новые ростки Кабан. пошли. Ты мне давай не затопчи. Иди отсюда. И вот маленький. Мы думали, он подсох. Вот тут был росточек, 2 зелененьких, они засохли. Вот новые пошли, видишь? Так, Несси. Где? Вот, вот он, видишь? Раз, Вот, и вот два. вот еще. Да. Короче, которые сухие, потом надо будет обрезать. Да. А это мы положили, чтобы это, ну, замечать, чтобы вот так. Пусть пока растет. Не наступить. Да, чтобы не затоптать. И вот ежевика еще. А кто ее сажал? Ты. То, что ты принесла без корней. Она без корней тут. Не знаю, выросла. Главное, чтобы вот эти кирпичи не заросли, когда я тут с косилкой буду ходить, чтобы мне ножи не повредить. Смотри, какой чеснок. Да? Мощный. Наверное, толще, чем мои пальцы. О, красота. Главное, чтобы не утащил никто его. Ты увидишь. Вон, Он так ну они, вниз его они утащит. почти все такие. Смотри, какие классные. Чесночина. Стрелочка пойдет, мы ее обломаем. И будет у нас шикарный чесночок, я надеюсь. Да, о, смотри, Да, вот, сколько. стручки. Тут вообще он несет. Ух ты, глянь. Это, наверное, какой-то сорт. Вот именно здесь стручки, а на других нету. Вот мы разные сажали. Вот с этой стороны есть стручки, а вот там нет с той стороны. Там есть. А я видел, есть там. Вот, который посередине, вот тех нету. Где не цветет. В общем, скоро будет горох. Только салатов слишком много, мне кажется. А я курам даю и уткам. А. Они, знаешь, как хорошо. Ну, конечно, Едят. что его не есть. Он такой нежный, мягкий, Просто много посадили и от жадности. не успеваем, да. Ну, смотри, кинза уже какая. Вот, кинза. Ее надо будет вам тоже посушить. Я вчера можно. борщ ел, а кинзы там не обнаружил. Косяк. Можно ее заморозить и посушить часть. И еще я- надо будет Да, посеять, срезать. чтобы все лето она Чтобы была. она молоденькая была. Да, кстати, морковку проредили. Вон уже какая морковка. Вот. А кинзу, да, надо будет срезать. И шпинат надо вот тут тоже. И шпинат, кстати, тоже можно замораживать. Я замораживаю. А. Еще надо. И потом добавляют его в супы, в борщи, шпинат тоже зимой. Вот. И тушить его, он Да. вкусный, со сливками вкусный. Вот. А кинзу пора, потому что она сейчас пойдет цвести и будет жесткая и уже Ну да. плохая. Вот. И вот тот салат, смотри, он уже белеет как-то, да? Вот. Какой-то Чуть-чуть оставим, а остальное желтеет, выйдем. что ли, непонятно. Вот этот. В Вчера, общем, вчера химический дождь был. И позавчера. да тут каждый день химический дождь. Также у поля тоже местами там что-то О. пропадает. А вот от чего это? На листьях. От чего? И этот шпинат такой же в пятнах тоже после дождя. Вот и думай, что там с неба падает нам. «300 лет, а
кому назад. Ну куда ты под колеса лезешь? Так, все, вот сюда, наверное, да? Что, тормоз поставил? Ручник, скорость. Мадам всё Турандот, поставили. явилась, не запылилась, да? Да. Устойчиво, нормально. Самое главное, носки теплые одеть, чтобы не замерзнуть. На улице жара. Это как говорится, с прохладного воздуха сразу на жару. 27 градусов. Пока привыкнешь. В хате-то А прохладно. кто это поет? Соловей? Тут нет соловьев в Курске. Не знаю кто. А какие-то птицы летают. Люблю, друзья, поесть. Вот в этом коридорчике проходите. Здесь ветерок постоянно. Солнце не попадает, но только рано утром. И прохлада такая, потому что сейчас жара под навесом, там за 40. Там вообще духотища. На кухне более-менее нормально, но я люблю на улице. Вот так сел в окружении животных. Кабан тут гипнотизирует. Все время хочет. Ждет, пока что-то упадет у меня. Вот у нас борщ со сметаной, с майонезом, сало и черный хлеб. Вот. Кабан. А, уже облизывается. Ну да, я тебя вот так макну. Слышь? Приятного аппетита. Все, что со стола, все вкусно. Да. Все, Побрызгала? да. В общем, заметила на розах какую-то мошкару сидят и бутоны подъедают. Вот решила обработать. Розы-то смотри, какие кусты, да? Вот этот куст, он в прошлом году ниже был. С учетом того, что я их подрезала, глянь, какой вымок. Первый год такой высокий. Да, такой вот и этот. Там еще тоже. Но я их весной, я их удобряла. Сыпала, покупала специальное удобрение для роз. Подкапывала чуть-чуть и подсыпала под кусты. Может, поэтому они такие классненькие. Все жду, не дождусь, когда они зацветут. Купили подвесы. Вот такие. Для гипсокартона. Профиль к потолку делать. Они короткие. Ну, стандартные. Нам не подходят. Заказали удлиненные. Почти в 2 раза длиннее. Ну, потолок будет опущен на 18 сантиметров. Так надо. Числа 8 придут. Ну, ты есть- расскажи, как мы сегодня искали в Отрадной такие подвесы, но не А нашли. нет, у всех вот такие стандартные, 275-е. Мы всю Отрадную объехали, хотели уже начать как бы с потолком, но нигде нету. Я думал, пока в коридоре сделаю. Ну, почему я хочу именно с лентой делать? Потому что, когда находишься внутри, ну, во-первых, железная крыша, слышно вообще, прям вот птица села на крышу, слышно, отражается. А так как мы утепляли потолок не ватой минеральной, там, базальной ватой, которая глушит звук, а именно пенополистиролом, то звукоизоляция плохая. Но зато просто офигенное утепление. Вот. И для того, чтобы хотя бы снизить вибрации, я буду проклеивать направляющие, которые к стене крепятся, именно вот лентой. Но лента должна прийти 3-4 числа, а подвесы мы сегодня заказали. Она придет 8 или 9. То есть раньше там 8-9 мы просто не начнем работать. У нас все, друзья.
Спасибо, что были с нами. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, нажать колокольчик и написать комментарий. Ну а самые смелые могут задонатить по ссылке в описании. Пока.